Друзья, привет, на связи Виталий, вы на канале о бизнесе в Польше, и у нас традиционная рубрика «Что изменилось в новом году касательно бизнеса?». Мы поговорим о важных изменениях законодательства, которые могут коснуться вас как собственника фирмы, как частного предпринимателя. Те вещи, которые, к сожалению, часто забывают сказать бухгалтера, это важно знать. Потому что может прилететь больно, могут быть штрафы, вы можете вовремя не выполнить какую-то процедуру, вы можете не получить карту побыту в конце концов, поэтому смотрите это видео до конца, выписывайте те пункты, которые могут коснуться вас, поговорите с вашим бухгалтером, кадровиком касательно того, относится ли это к вам, поднимайте свою компетентность, спите спокойно. Итак, первое, о чем важно понимать, то что, прям со старта у нас есть. Это, как обычно, растут минималки, они каждый год в Польше растут. И помните о том, что в этом году вы должны вашим сотрудникам и себе, если вы там подаете на карту побыту, платить больше минималку. То есть в этом году это 4,666 цифра брутто. Но помните о том, что равняться нужно не на минималку краевую, а на минималку по той должности, на которую ваш сотрудник, либо вы трудоустроены. Это важно. Второй апдейт, и это хороший, это налоговые каникулы. Это громко сказано, но на самом деле это возможность 1 месяц в году не платить складку СПВ-чную ЗУС для частных предпринимателей. Вот такой маленький налог, какие-то там условные 1000 злотых можно себе сэкономить, 1500, что тоже приятно. Но если вы эту скидку не попросите, сама собой она не появится. Я проверял, эта акция вступила еще в прошлом году, я проверял эту историю, работает, действительно в декабре были налоговые условно каникулы, прикольно, есть смысл воспользоваться, почему нет. Третья история, она тоже приятная, для частных предпринимателей немного понизили минималку на форме налогообложения общее основание и ленивка, линейная. Там минималка, если вы не зарабатываете, она стала меньше в этом году. И тут же плохая новость, немного повысили в целом вот этот ЗУС, если мы говорим, к примеру, про reach-out, и вы работаете в диапазоне от 60 тысяч злотых в год до 300, в основном наши клиенты в этом диапазоне заработка работают, то на экране вы сейчас увидите, какие налоги вам придется платить по ЗУСу в этом случае. Следующая история, и она тоже хорошая, частные предприниматели могут теперь использовать методу косовую, скажем так, для получения прибыли. Там есть много ограничений, но что это вообще за история? История о том, что сейчас для бизнесов, уплата налогов ваших, то есть налог на прибыль, считается не от того, заплатили ли вам деньги или нет, а от того, сколько вы фактур и на какие суммы выставили, к сожалению. Заплатили вам эти деньги, не заплатили, вы должны от этого заплатить налог государству. Так вот, для частных предпринимателей, для некоторых групп под звездочками, ввели возможность оплачивать этот налог по факту того, что вам деньги все-таки заплатили, а не по факту выставления фактур. Это хорошая новость. Следующая, скажем так, следующий камень преткновения – это едорынчение. То есть сейчас в этом году обязали всех предпринимателей создать для себя зарегистрировать электронный почтовый ящик на специальном госсайте для вас, как для бизнеса. То есть это касается писем от налоговой. И они теперь будут считаться, что вы их получили как будто заказным письмом, вот то, что они вам туда упали в систему. Как это будет работать на практике? Я сегодня звонил бухгалтеру главному, говорю, рассказывай, что там за история. Она говорит, все классно, всем надо создать, но сайт упал, госсайт не работает, поэтому кто их должен забирать и как это будет, либо предприниматель должен теперь проверять почту на вот этом госсайте, либо мы как бухгалтера сможем взять эту историю и на себя эти письма получать. И, к сожалению, до конца еще непонятно, как это будет процедура, потому что, опять же, Польша заскакивает в диджитализацию, очень классно, она пробует, но по пути что-нибудь постоянно отваливается. Поэтому я думаю, еще какие-то 2, 3, 4 месяца эту систему откатают, и мы будем знать, как это работает. Слава богу, опять не ввели и отсрочили еще на годик систему централизированного выставления инвойсов, то есть должен был быть госпортал, на котором только через него вы могли выставлять инвойсы. Вот они хотели такую историю ввести. Соответственно, все фактуры проформы, все фактуры задним числом, вот за это все предприниматели могли забыть. Но ее пока не приняли, соответственно, пока фактура проформа как способ выставить счет человеку и не попасть на кассовый разрыв до сих пор
слава богу, существует. Следующая приятная новость – это увеличен лимит, по которому вы можете работать по нерегистрированной деятельности. Тут, опять же, с нерегистрированной деятельностью у меня много к ней вопросиков, потому что это заставляет, это дает вам возможность просто не регистрироваться там в реестре, допустим, ЦДГ, да, но дальше правила, которые действуют, они практически такие же, как для остальных предпринимателей. Вам тоже нужно клиенту выдавать чек, если я не ошибаюсь, да, поправьте меня в комментариях. У вас тоже должна быть гарантия на ваш товар. Вы тоже должны, как-то сроду решить вопросики с защитой персональных данных. Вы тоже должны все равно в годовом отчете показывать вот этот ваш доход. Понимаете, да? Поэтому в целом разница между регистрированной и нерегистрированной деятельностью, она не такая большая, если мы говорим про частное предпринимательство. Да, вы не платите ЗУС, это большой бонус, но и для этого у государства есть скидка на старт для начинающих предпринимателей, что дает вам возможность и так частично это ЗУС не платить. Давайте развеем еще один миф. Это большой дракон, который витал, и о нем говорили. Это то, что если ваша фирма уже в 2024 году была в убытке, то тогда вы обязаны все равно платить какой-то налог, который как-то будет рассчитываться. Непонятно до конца, но, опять же, пообщавшись с бухгалтериями, даже с несколькими бухгалтерами я поговорил, они сказали, слушайте, мы проверили всех наших клиентов, 99,9% под эту статью не попадают. То есть они не попадают, даже если фирма была убыточная, они попадают под эти критерии. Это больше касается, реально там крупного бизнеса, который переливает друг друга капитал, показывает там убыточность и так далее. Поэтому, скорее всего, вы можете спать спокойно, но на всякий случай вашего бухгалтера спросите, относится ли это к вам. А вот то, что точно к вам относится, это необходимость обновить, апдейтнуть ваши коды ПКД, то есть ваши виды деятельности под новую номенклатуру. Мы, напомню, пользовались с вами номенклатурой 2007 года. В 2025 году они ее обновили, туда добавились много новых интересных видов деятельности, то есть прям есть теперь проституция, есть теперь карты Таро, то есть все вот это теперь легально и прям есть код ПКД, который за это отвечает. Не спешите в панике сразу же менять, сделать изменения в госреестре, в КРС, в фирме или в ЦДГ, если это частное предпринимательство. У вас есть на это 2 года, но тем не менее, если вы планируете делать какие-то изменения, то сразу же паровозом вы можете и вот эти изменения внести. Итого, наши друзья-подписчики, вы уже знаете, что в Польше очень сильно, мощно и часто меняется законодательство, связанное с бизнесом. Вы знаете, благодаря нашему каналу, что нужно оставаться компетентным, нужно оставаться в тренде. Вы знаете, что бухгалтерии в большинстве своем сами вам об этом не скажут, либо они просто выполняют свою... Они являются вашими руками, а не головой, да, не тем мозгом. Мозгом должны являться вы. Соответственно, возьмите список вот этих апдейтов, подойдите к своему бухгалтеру и спросите, что из этого относится к вам. Конечно же, подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в курсе других обновлений, которые могут вас коснуться. Поднимайте свою компетентность. Для этого у нас есть консультации, курсы, коучинговая программа скоро появится. Оставайтесь компетентными, потому что именно от вас зависит результат вашего бизнеса. С вами был Виталий. До встречи в следующих выпусках.